Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я хочу с вами связать узор конфетка. Это своего рода коса из 3 частей. Вот так вот он выглядит. Вот так вот выглядит схема к нему. Должна признаться, что я не сразу разобралась, как его вообще вязать, и получился он у меня не с первого раза. Понадобился он мне вот для такой задумки. Это собачий свитерок для моей второй собачки, старенькой таксы. Она мерзнет, и я решила связать ей вот такой вот тепленький свитерок с вот таким рисунком, с вот таким узором. И сейчас я буду вязать его вместе с вами. Так, я беру спицы. У меня вот такие длинные налезки, достаточно длинных носочных или хотя бы просто каких-нибудь других прямых у меня нет. Поэтому приходится работать с тем, что есть. Раппорт у нас 12. Я провяжу 2 раппорта. 12 и 12 получается 24. Плюс еще для симметрии добавляется с другого края 3 петли. 24 и 3 получается 27. И чтобы не нарушать рисунок образца, я провяжу еще 2 петли. То есть 27 плюс 2 получается 29. И вот я набираю 29 петель на спице. 1, 2, 27, 28, 29. Теперь, собственно, сам узор. Первую петлю снимаем. Теперь 3 изнаночные. Раз, два, 3. 9 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 изнаночные. Раз, два, 3. Теперь дальше по схеме опять 9 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 изнаночные. Раз, два, 3. И крайняя, которую провязываем изнаночной. Теперь поворачиваем. Если вы вяжете поворотными рядами, то теперь вы провязываете, на схеме эти ряды пропущены, вот все четные ряды, вы вяжете просто все петли, как вы их видите. И то же самое, в принципе, в круговых рядах. Вы провязываете точно так же, как вы видите. Здесь мы видим, значит, это крайняя, краевая. Здесь теперь все наоборот. 3 лицевых, 9 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 лицевые. Раз,
2, 3, 9 изнаночных теперь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 лицевые, 2, 3. И последнюю крайнюю мы провязываем изнаночным. Переворачиваем вязание. И повторяем теперь с 3 по 8 ряды то же, что мы делали в первом и во втором. Так, и вот провязав 8 рядов, приступаем к 9, в котором нужно перекрещивать петли. Так, смотрим схему. По схеме у нас получается провязываем 3 изнаночные и вот эти 9 лицевых нужно перекрещивать. Как мы поступаем? Берем дополнительную спицу. У меня вот такая вот. Я думаю, можно взять для этих целей обычную короткую деревянную или носочную. Снимаем, или делать это двумя такими спицами, снимаю по 3 петли. Я работаю с одной. Значит, я снимаю 3, 4, 5, 6 вот этих первых петель. Далее провязываю 3 последних, что остались из этого кластера лицевых петель. Далее нам нужно провязать средние петли, вот эти 3. Как я поступаю? Я переношу их на левую спицу с дополнительной. Так, левую спицу с дополнительной. И перевожу дополнительную спицу назад за вязание. Вот так вот. Ниточку вот вперед выводим. И провязываем вот эти 3 петли, которые перенесли на левую спицу. Раз, два, 3. И теперь нам осталось провязать 3 петли, которые у нас на дополнительной спице. Раз, два, 3. Вот первый бантик у нас получается. Вот как это выглядит. И теперь дальше провязываем 3 изнаночные. Повторяем наш паттерн. 3 изнаночные. 6 лицевых переносим на дополнительную спицу. Провязываем 3 оставшиеся. Переснимаем 3 петли на левую спицу. Переводим дополнительную спицу назад. А нить, которую вяжем, наперед. Провязываем 3 петли с левой спицы.
И провязываем 3 петли, которые остались на дополнительные спицы. Провязываем 3 изнаночные, которые у нас для симметрии, и крайнюю изнаночной. Вот что получается. Теперь нужно провязать еще 7 рядов: 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 7 рядов. И раппорт в высоту будет готов. По сути, значит, его ширина 12 петель, а рядов в нем 16. Между каждыми вот этими перекрещиваниями 15 рядов. Вот такая вот конфетка получается. Вот, еще раз покажу, как это выглядит в другом цвете, в изделии. Если вам понравился узор, и вы хотите, чтобы мы вместе связали вот такой вот свитерочек, это свитерочек для таксы, напишите мне в комментариях, и я обязательно сниму об этом видео, свяжем полностью с расчетами от начала и до конца. Ну и если вам просто понравился этот узор, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди будет еще много интересных и полезных видео. Пока!